Всем всего доброго, меня зовут Оксана. В прошлом видео мы делали обзор украшений в форме сердца. И я обещала собрать сережки с сердечком. Вот посмотрите, у меня получилась вот такая вот. И такую сережку мы сегодня будем собирать. Как видите, здесь форма и основа для сережки в виде сердца сделана уже не просто проволокой, а проволокой в оплетке. Здесь она такая, сейчас поближе посмотрю, покажу, вот такая вот витая. Как это сделать, я покажу тоже. Сегодня нам понадобится, кроме швензы, проволока. У меня проволока посеребренная 0,8. Вы можете использовать диаметром и 0,5, 0,6. Единичку будет тяжело, пожалуй, сплести, но до единички и даже единичку вполне еще возможно. Кроме того, нужен будет пин. У меня пин под серебро. Длина моего пина 5 сантиметров. Еще нам понадобится искусственный жемчуг. У меня два вида. Может быть, вы будете использовать не жемчуг, а какие-нибудь пластиковые бусины или стеклянные. Это не суть как важно. Вот, но у меня здесь два вида. Один такой каплеобразный. Мне бы хотелось, чтобы он был более розовый, но, как видите, он немножко такого бежевого оттенка. Но, в принципе, в серьге это не так уж и плохо смотрится. Вполне так себе. Еще одна бусина, вот такая. Она более, круглая, она более розоватая. Такая перламутро-розовая. Понадобится 3 шляпки для бусин. У меня вот такие совсем маленькие. Вот, видите? Очень симпатичные. Вот эти мне они очень нравятся. Это самые маленькие шапочки, которые, по крайней мере, которые я видела. Наверное, вплоть даже на 0,4 бусину. Нет, 0,4 все-таки она будет большевата. Будет глубоко сидеть. Но вот эта вот бусина, это 0,6. И для нее она хорошо смотрится. Вот как видите, вот здесь вот на бусину 0,6 она вполне так подходит. И вот на каплеобразную она тоже будет хорошо. И еще нужна будет одна металлическая бусина. У меня такая она тыковка. Вот такая металлическая. Но опять же, вы можете использовать те материалы, которые у вас есть под рукой. Ну или подобрать что-нибудь такое похожее. Итак, прежде всего, что нам будет нужно, это эскиз. Эскиз нам все-таки будет нужен для того, чтобы прикладывать нашу проволоку, когда мы будем формировать сердце, чтобы она приблизительно, не суть, конечно, как важно, как будет выглядеть ваше первое сердце, но второе, оно должно быть симметричным. Поэтому все-таки лучше использовать какой-то эскиз, чтобы придерживаться симметричности обоих ваших сережек. Итак, как я уже сказала, я использую посеребренную проволоку, это 0,8. Для такого сердца мне нужно будет 20 сантиметров. Я покажу, как я отмеряю. Но если делаете эскиз, да, желательно его сделать, конечно. Для эскиза удобнее всего, конечно, использовать тетрадный лист в клеточку. У меня, как ни удивительно, эта клеточка не так, как нас учили в школе, да, что 2 клеточки равно 1 сантиметру. Вот нет. У меня очень мелкая клетка, и в 1 сантиметре получается 2,5 клетки даже. Но
Если у вас будет чуть больше, и вы будете придерживаться своей классической клетки, ну, тоже, наверное, неплохо, что тогда получится. Вот у меня раз, два, ну, считай, 3, да, раз, два. И тут еще половина, то есть 2 сантиметра, 2,5 сантиметра должно быть в ширину сердца. А мое получилось около 2. Если оно у вас будет 2,5, то имейте в виду, конечно, оно будет у вас побольше. Это не критично, потому что это сердечко достаточно маленькое, но я хотела, чтобы оно было поменьше для этой сережки. Даже было бы неплохо еще меньше его сделать. Ну и так уже нормально. Поэтому вы можете, делая свой эскиз, делать не как я здесь. Вот сейчас я покажу, как я делаю эскиз. Я рисую, конечно, продольную и поперечную ось. И уже от нее откладываю. Вот эта точка, отсюда будут идти, вот она, эта точка. Отсюда будут отходить лучи моего сердца. И вы можете сделать его не как я здесь 2,5, да, клетки, а, допустим, отложить клетку всего лишь 2, чтобы поменьше было сердце. Либо, если вы будете делать кулоны, вам нужно будет сердце побольше. Вы вот так вот подумайте, какую в ширину должно быть ваше сердце для кулона. Ну, допустим, вот вы хотите побольше 4. Тогда откладывайте от каждой, от оси в каждую сторону по 2 сантиметра. Да? То есть получается по 4 клетки. Но вот для сережек надо поменьше. Поэтому лучше, конечно, отложить по 2 клетки в одну сторону и в другую. Потом вот здесь одну клетку. Это насколько высоко будет изгиб сердца. И отсюда я тоже в длину, вот я откладывала 3 клетки, да. Вы можете посмотреть, чтобы было 2 клетки или 2,5. Ну, вот, допустим, 2 клетки, да. И здесь эти изгибы, вот они будут от одной клетки, и тут, допустим, 1 клетка. Вот видите, у нас уже вырисовывается вот такая форма сердца. Даже если вы сделаете это вот так, уже видно, что что-то похожее на сердце получается. Теперь все, что нужно, это сгладить изгибы нашего сердца и вот придать им плавность. То есть вот так вот, да. В эту сторону скруглить тоже. Ну и, соответственно, здесь сделать более плавно. Если у вас не получается сделать это симметрично, да, то сделайте одну сторону, вырежете вот так вот наполовину, потом сложите и по ней обведите вторую половину. Так тоже можно сделать. И вырезать это сердце совсем и использовать потом как шаблон. К нему тоже можно будет прикладывать уже и форму, смотреть, соответствует или нет. Она все равно немножко несимметрично, но это тоже не критично. Итак, как я уже сказала, на такое сердце, вот оно у меня получается размером 2 сантиметра, да, и если без петельки, то где-то вот так получается, да, 1,5 сантиметра с петелькой. Тоже оно получается 2 сантиметра. Мне понадобилось 20 сантиметров проволоки. Проволока 0,8, посеребряная. Так, я отмеряю 20 сантиметров.
пусть даже приблизительно. Лучше все-таки сделать всегда больше, чем меньше. Отрезать лишнее проще, чем потом как-то доматывать недостающее. Это очень сложно. Если вообще возможно. Так. Вот 20 сантиметров проволоки. Я ее выпрямляю, чтобы потом согнуть. Так, вафля лежать. Опять собака возится. Так, складываю вот этих два конца вместе и провожу до середины. Теперь мне понадобится плоскогубцы. Для того, чтобы завить проволоку, очень часто, когда большие, допустим, куски проволоки надо завить, используют и шуруповерт, и зажимы. Вот у меня, кстати, куда-то мой зажим со стола делся. Вот. Но у нас маленький кусочек, мы вполне можем управиться плоскогубцами. Я вот тут, видите, вчера пробовала, подбирала форму сердца, пробовала, как его завить. Кстати, вот такое, когда оно чуть более вытянуто, оно все-таки симпатичнее смотрится, на мой взгляд. Но тут, наверное, из-за того, что такая маленькая сережка, вполне и неплохо. Но если будете делать кулон, наверное, все-таки лучше его чуть-чуть удлинить. Так, сгибаем этот отрезок проволоки пополам, да, уже говорила. Вот делаем вот такую петельку, чтобы проволока начала смотреть в противоположные стороны. Теперь нет особой разницы, но я возьму такие плоскогубцы. Я придерживаю за эту петельку, вот делаю такую ласточку, чтобы они примерно, вот если проложить такую ось, чтобы концы этой проволоки от центральной оси были примерно на одинаковом расстоянии. Теперь я кладу большой палец сверху, указательный снизу и придерживая вот место, где проволока расходится, поворачиваю его. Раз, видите, получился виток. Что нужно внимательно смотреть, это чтобы не получилось так, что один конец проволоки оборачивается вокруг другой, тогда получается совсем другие витки. А нам нужно, чтобы эти концы проволоки оборачивались вокруг друг друга симметрично и одновременно. Вот, придерживаю и делаю еще один виток. Еще. И таким образом и продвигаюсь. Когда отрезок проволоки становится, который уже завит, становится чуть больше, я передвигаю плоскогубцы, потому что лучше их держать все время как можно ближе вот к началу работы. Так и проволока будет лучше зафиксирована, и витки будут ложиться равномернее и ближе друг к другу. И, конечно, если нужно сделать большой отрезок проволоки, то лучше воспользоваться шуруповертом, либо зажимом. Вот у меня где-то наводила порядок на столе и убрала свой зажим, а теперь не знаю, где он. Ну ладно, найду потом. Для таких небольших отрезков проволоки вполне достаточно вот плоскогубцев и пальцев. Вот так. Заворачиваем, пододвигаем. Если у вас случайно завернулась проволока одна вокруг другой, то лучше раскрутить этот неудачный виток, выпрямить и закрутить обратно. И можно вот так вот плоскогубцами немножко выравнивать все время.
Ну да, вот за что я не очень люблю посеребряную проволоку, это за то, что она царапается. Как бы аккуратно не старались с ней работать, даже вот можно, конечно, использовать вот такие вот плоскогубцы с нейлоновыми насадками, но мне, если честно, ну совсем неудобно. Даже вот она даже нормально не держится, начинает проворачиваться. Вот. Может, у меня плоскогубцы не очень хорошего качества, но они уже, конечно, и покоцанные все. Ну да ладно. Так. Что теперь делаем? Оставляем вот кончики вот такими, даже делаем их еще больше. Мы потом их обернем вокруг петельки. И вот с этой стороны мы начинаем формировать вот сердце. Это у нас точка получается, вот это вот. Я делаю изгиб так вот приблизительно первый, да. Потом прикладываю и смотрю, ага, мне нужно сделать его более плавным. И поменьше. Вот так вот. Смотрим. Даже можно еще сделать меньше. Можно использовать для этого какого-либо формы, если у вас подходящая форма, ну, допустим, вот, ну, она у меня большая. Но если есть какая-нибудь такая маленькая вот бутылочка, да, подходящей формы, либо карандаш круглый, который вам подходит, можно изначально его даже использовать, просто вот взять и по нему сделать вот так, смотреть, что она ровная. И вот у меня один круг, да, рядом я ставлю так. Нет. Второй круг. И уже от этого формирую, допустим, сердце. Вот у меня получается вот таким образом. И я делаю вот. Даже если так. И чтобы придать его симметричности, проводим оси и смотрим, где нужно, допустим, выше, ниже. И уже все равно для формирования сердца вы можете использовать эту трубочку, потому что она у вас будет подходить вот под эти вот округлости. Внизу, конечно, все равно нужно будет формировать вручную, но уже хоть какая-то помощь будет. Но я буду делать все вручную и с помощью круглогубцев. Я вот использую самую широкую их часть и по ней загибаю. Даже еще нужно, потому что потом будет большевато, да? Проверю и по этой заготовочке. Да, вот приблизительно так нам и нужно. Сделать прям идеально, я не знаю, не всегда возможно. Так. Что смотрим? Вот здесь у нас пойдет подъем. Вот так вот. Вверх. Так, еще поближе даже сделаем. Так. Угу. Теперь можно делать заворот к петельке. Так.
Ну-ка, проверяем. Так, сделать надо поменьше. И вот тут поближе. Оп. Приблизительно нужная нам форма, да? Так, все-таки я проверю тут по сережке. Угу. Теперь вот откуда, да? Чтобы не было. Вот отсюда мы делаем петельку. Вот так. Поднимаем этот конец проволоки вверх. А вот этих два кончика оборачиваем. Так. Оборачиваем вокруг проволоки. Вокруг нашего сердца. Итак. Эту оборачиваем, подтягиваем. Подтягиваем и поправляем плоскогубцами, но после каждого заворота обязательно проверяем по форме, потому что можно уйти от формы очень легко. Вот, видите, начинаю заворачивать, поднимаются вот эти вот стороны, прям как крылья. Ничего. Заворачиваю один конец вокруг формы. Так. И вот этот. Смотрим, чтобы было по направлению плетения. Просто вот заворачиваю. И вот этих два кончика отрезаю. Все, что торчит. Раз. Два. Поправляю все плоскогубцами. Прижимаю к форме, чтобы они нигде не цеплялись, не вылазили. Здесь у нас еще есть шанс поправить форму, если что не так. Смотрим. Да, видите, она поднялась выше. Надо немножко опустить ее. По схеме. По второй сережке. Надо немножко заузить сердце. Для этого сделаем здесь подъем немножко ближе и опустим центральную часть. Что мы делаем теперь? Так это формируем вот из этой части петельку. Формируем это так же, как и всегда, с помощью круглогубцев. Лучше всего, конечно, здесь она, видите, смотрит на эту сторону. Для симметрии хорошо будет бы нам завернуть его немножко вот в другую сторону. Так мы и поступим. Я делаю петельку.
петельку. И смотрю по второй сережке, чтобы петелька не была намного больше. Вот я вижу, что нам ее надо уменьшить. Так, подравниваем все и убираем этот кончик назад. Если он у вас получается слишком большой, то откусываем кусачками. Если нормально, просто прижимаем его. Так. Вот, получилась у нас вторая такая форма для сережки. Теперь собираем подвеску. Это просто, как вы знаете, берем пин. Вот у меня здесь на пин надевается капля. Затем я беру шляпку. Затем идет металлическая бусинка, тыковка. Затем шляпку я надеваю вот таким образом, чтобы вот в нее, как в чашечку, положить бусину. И сверху еще одна. Вот такая вот подвесочка. Теперь мы формируем петельку, на которую и подвесим к форме. Для этого сгибаем, смотрим, чтобы не было свободного места. Можно использовать плоскогубцы, чтобы ровнее сложить пин. Но это не важно. Я оставляю где-то 0,5-0,7. Да, 5-7 миллиметров. Как видите, приблизительно. Откусываю пин и уже затем формирую из этого кончика петельку. Прижимаю кончик проволоки и сгибаю в одну сторону. Еще раз. Вот так вот в другую. Видите, полупетелька сформирована. Теперь на нее можно подвесить и теперь уже закрыть петельку. Либо можно сделать, ну, тогда, конечно, она не будет двигаться совсем. Можно закрутить, как мы делали с сережками из бисера.
Вот как мы делали вот на таких. Мы прикручивали их к основе. Здесь можно поступить точно так же, а можно вот навесить на петельку. Теперь все, что нам осталось, это одеть швензу. Открываем кольцо. Смотрим, какой стороной она должна, эта сережка, быть. И закрываем. Вот такая вот пара у нас получилась. Что хочу сказать. Вы можете несколько видоизменить эти серьги. К примеру, вы можете сделать это сердце конечным элементом. Допустим, вы можете собрать сначала на пин с кольцами конструкцию подвески, которую подвесите к швензе, а уже на конце вашей подвески за кольцо можно подвесить сердце. Оно будет выглядеть несколько иначе, да? Тогда либо вы можете, если хотите, и если у вас сердца более вытянутые, тогда так будет лучше выглядеть, вы можете сделать и внутрь бусину. Тогда вы надеваете бусину на пин, я не знаю, делаете там какие-нибудь еще дополнительные металлические части, либо просто бусину. Можете завернуть эту бусину, как мы делали в серьгах, серьги-бусины. Да, не надевать на нее шапочку, а сформировать ее спиралькой самим. И тогда вы подвесите на колечко эту бусинку вот в таком плане. Можно будет подвесить ее вот так, чтобы она была внутри. И сама сережка получится меньше, да, если вы не любите длинные серьги. Да, и можно сделать таким образом огромное количество вариантов просто с этими сережками, с этой формой сердца. Но, тем не менее, следующий урок, следующий мастер-класс мы сделаем с вами кулон. Сделаем кулон, сердце будем делать таким же образом, да, только побольше, возможно, я вот думаю использовать вот этот вариант, где у меня сердце, меньше 3 сантиметров в ширину, может быть, до 3 сантиметров еще вполне нормально, 3 и 2,5. Не знаю, возможно, я его вытяну чуть-чуть посильнее. И уже в мастер-классе с кулоном у меня уже появилась такая идея, как можно обыграть середину этого кулона, и чтобы, тем не менее, этот кулон сочетался бы вот с сережками, которые мы собрали. Поэтому проволока будет нужна такая же, и материалы в тон вашим, из которых вы собирали эти серьги. Вот. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. До новых встреч.